Посмотрим, что сегодня удастся нам увидеть подводно. Мы сейчас находимся в селе Сарампал, это Березский район Ханты-Мансийского округа. Она ближе к горам Приполярного Урала. Уникальные места. Все реки там текут с гор текут через Сарампал. И по той причине рыба разная есть в реках. К сожалению, там и хайрус, и таймень есть, которые это истребляют. Местные, приезжие туристы. – 110 километров до того места, куда мы планируем. Обошла. Я Усик Маркосян. 40 лет тому назад, после института, на 3 года по направлению приехал работать. Так и остался здесь. Вот и живу в этих краях. Можно воды попить, она чистая. Выше никого нету. Вода прозрачная. Ай, как хорошо. Мы сейчас находимся в горах Приполярного Урала и специально поднялись сюда, чтобы хоть немножко этой красотой радоваться. Мы сейчас спустимся в одну реку, где в это время должно быть много хайрусов. Проверим, осталось ли хайрусов после того, как здесь уже побывали пусть 5-10 человек, которые приехали на своих техниках специально рыбачить на хайрус там. Поедем в одну реку, где обычно считается как ясли для таймень. Таймень-сад, проверить, наличие там есть, остались или всех выловили уже. Через час-полтора уже будем на месте. Я в этих краях уже 40 лет живу. Я когда буровой работал, 10 лет, наши бурильщики в выходные дни там ходили, сетку ставили на реке. И таймень много ловил. Приносили там вот по 20 килограммовый таймень, там по 5-10 штук ловили там каждый месяц. До 9 килограмм рыбы таймень считали недозревший, там отпускали назад. Преступление считался там меньше 10 килограммов взять там. Сейчас это 2-килограммовый, полкилограмм, все это рвутся взять, ловить. Мы там едем, кинем несколько раз, маленький попадется, выпустим. Если большой, килограмм 5, то возьмем. А так это отпускаем. Ну, если там не выловили, конечно, да. Ну, Олег, он ездит, он возит своих ребят, возит там они ловят что-то. Я сам вот подводный, видишь, это костюм. Да, это моя удочка, спиннинг, оружие, все. Вот.
Если говорить, что в этом яме, там, например, один харюс или таймень вот такой, вот вся эта река 30 километров, я переплыл, всего там 10 штук таких, посчитал, всех видел, говорят, да ну что ты там врешь-то? Просто перестал клевать. Не бывает такая яма, такая река, такие течения, сезон. Врешь там, ты не хочешь место нам показать туда-сюда. Вот такая там друг, знакомый, все вот так. Не верят люди, что на самом деле там катастрофа под водой мало. Что, поймали? Только застрял. Да. Поймал, что нет? Слушай, я нырял. Нырял? Я поднялся, вот эта скала где. Там два дохлых харюса. Вот такого размера, что ли? Нет. Поехал туда, думал, там вода почище, подводно. Ага. Пониже спустились километров 5. Штук 5. Еще ниже, штук 7. Одного таймени. Я не пойму, я понял, что ниже надо. Там у скалы, говоришь, ничего У нет? скалы ни хера нету. Не может быть. Я так же, как многие рыбаки, рыбачил, ловил-то харюс, таймень. Редко попадался-то, а хотелся больше. Харюс тоже иногда ездим-то, другие ловят хорошо, а у меня плохо получался. Потом то слышишь, говорят, ну все, в этом яме перестала рыба клевать. Ну все ловили там, а мне хотелось как бы отличаться, что ли, там. Иногда или самому хотелось залезть там под воду, посмотреть, почему перестал клевать эта рыба, почему харюс ловился, потом раз резко перестал. В те годы уже начали там подводное плавание заниматься в городах. Я в Екатеринбурге записался, там урока 2 прошел, но не доучился, купил костюм, даже и баллон купил, чтобы поглубже нырять. А кроме того, я уже сразу купил подводное ружье. И мне казалось, если рыбы есть, я вообще лучше всех буду ловить. Костюм холодный, надо, чтобы туда лезть, сначала лучше погреть немножко. Я обычно привычно в одиночке, поэтому сразу шампунь побольше, чтобы легко залезать в костюм. Это никакой не такой секрет, ничего там. Все подводники, возможно, так и пользуются, так и делают. Ну, потом оказалось, она не столько и легко в костюме одеваться, снимать там. Тяжело на себе таскать. Ну, потом оказаться в воде, в яме. Вот когда перестает клевать, там погода, а тут погода ни при чем. Оказаться вот в яме красивая, такая там горная, чистая вода. Струя так хорошо бьет. Место обитания самое то, что надо там. А там, оказаться, нету рыбы. В яме нету. Сейчас проверим, есть ли там кого стрелять. Окажется, ничего нет. Видно, что за харюс не ловили здесь. Харюс обычно вверх поднимается, а выше не поднимаются люди, не ловили. Харюс есть, и они очень крупные. А вот таймень нету. Одного всего там меньше 600 грамм, 500 граммов вот одного тайменя я видел. С много харюсов. Это означает, что приезжали специально на таймень и ловили. Обычно в этом яме должна была где-то 10 штук, меньше вот это, килограмм, 1,5 килограмма таймени. Сегодня я вижу всего одного и то полукилограммовый. Это знак, что ее не остается в реках. Хорошо, что в те годы я часто снимал, у меня еще остались
съемки, где в одном кадре видно даже 5 штук. Это таймень, по 2. Я как сегодня за Харрисом это нырял, там за ними даже трогал. Года 5, 6, 7 лет назад я с тайменями вот так среди них там это плавал, спокойно себя чувствовал. И, естественно, после таких историй мне что-то жалко стало там, когда вот Харрис стоит в яме, вот таком речке, да, вот таком вот здесь обязательно Харрис стоит. Вот ты полезешь здесь там потихоньку, и вот она там, это чувствует, что как это кипиш в воде, подходит вот так тебе смотрит. А ты смотришь, и туда-сюда, там одна рыба всего в этом яме. Вот ты будешь это сейчас его стрелять, но он же тебе в глаз посмотрел. Стоит туда спускаться головой и еще через стекла смотреть, и оказывается там другой мир. Камни там сразу увеличенные получается, рыба тоже побольше. Там это есть это свой мир, там есть мелкие там рыбки, вот мелкие такие рыбки плавают там. Надо приучить рыбу, чтобы от тебя не боялся, вот. А оказывается, в воде, когда голову спускаешь, это мошки, мухи, там тоже видно, там рыба раз, там и постоянно клюет там. Просто этот мир такой же интересный, как вот в этом природе посмотреть. Мы вот смотрим, вот так смотрим, нам же нравится, мы же запоминаем это место. У нас на 10-20 лет этот день останется память, что мы были в этом месте, там так было красиво, хорошо, и мы еще раз захотим сюда. Я тоже соучастник был, я тоже сколько-то ловил-то, я тоже грешный-то. Мы истребляем рыбу. Я приезжаю, а там след 3 кола. То есть это кто-то приехал сюда. И за ям зайдешь, уже какой 50, остался 20 штук. Потом другой раз еще позже приедешь, окажется там 5-10 штук остается. И такие мелочи. Все остальные выловили там. Родственник, близкий человек говорит, а почему мы не ловим, зная, что вот этот человек приедет выловит? В чем-то суть, в чем это цель наша-то? Я говорю, но я-то не хочу стать соучастником этого истребления. Я горжусь этим, я не соучастник, я не истреблял, я уже понимаю. Этой гордости мне достаточно, чтобы не трогать. Надо самих понять, что надо эта рыба, Харрис, таймень, подобные рыбы, это наше, это для наших там детей должны оставаться, для красоты. Надо мы их красотой должны там любоваться, а не как еда их пользоваться, как увлечение там, истребить. Когда мы поймем вот эту ситуацию там, а рыба будет плавать, мы здесь будем ходить, но у нас цель-то не будет поймать. Вот что главное-то.